Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Предлагаю сегодня приготовить вот такую шикарную, очень вкусную, очень полезную тыквенную кашу с рисом. Я взяла тыкву на 1 килограмм, 400 грамм риса и пол-литра сливок. Рис я тщательно промываю, хоть и говорят, что у нас в Италии чистый рис, но этот рис я промывала 6 раз, пока добилась чистой воды. Хочу вам коротко рассказать мою историю влюбленности в эту кашу. Я до 25 лет не ела вообще рисовой каши с молоком. Это, наверное, идет где-то с самого-самого такого детства. Я очень хорошо помню, как мама варила сестре молочную рисовую кашу утром на завтрак перед школой, а мне манную кашу, а уж тем более рисовую кашу с молоком, да еще и с тыквой. Ой, это вообще не показывайте. Конечно, маленькая девочка выросла, и вот в 25 лет каким-то осенним днем было очень холодно, сыро, мелкий дождик моросил. Я зашла домой голодная с работы, и тут услышала такой вкусный, такой приятный запах тыквенной каши в духовке. И вот с тех пор я люблю тыквенную кашу. В общем, пока я вам тут все рассказывала, я уже залила рис сливками и начинаю чистить тыкву. Это дело не очень простое. Разрезать тыкву. Ну, бывают разные, конечно, тыквы. Есть более мягкие тыквы, есть более твердые. Надо быть все равно очень осторожным. А пока расскажу историю появления тыквы в нашем питании. По некоторым источникам уже 5-8 тысяч лет назад тыкву активно выращивали. В Европу тыква была завезена из Южной Америки и быстро заняла важное место в кулинарии и даже в медицине. В современном мире это просто вкусный овощ, а раньше она считалась сырьем для изготовления лечебных средств. На основе этого растения готовили мази, да и сейчас используется в косметологии для увлажнения и осветления кожи при помощи компрессов из сока мякоти, маски из кашицы семян. Масляный экстракт ускоряет заживление повреждения эпидермиса. То есть тыква обладает очень большими послабляющими, противовоспалительными, желчегонным действием. Поэтому небольшое количество полезно для людей с застойными явлениями и запорами. Высокое содержание калия в мякоти снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет стенки сосудов, что крайне полезно для лиц, страдающих атеросклерозом и повышенным давлением. В кулинарии рецепты с тыквой существуют практически во всех кухнях мира. Из этого овоща можно готовить пюре для детского питания, каши, супы, десерты, запекать с другими ингредиентами. Фантазия ничем не ограничена. В Италии в пищу используют даже цветы, обжаренные в кляре, а сырую тыкву добавляют в салаты. Но здесь надо быть очень аккуратным, так как сырая тыква, она и полезна, но может нанести и вред. Тыква низкокалорийный овощ, нормализует обмен веществ и снижает аппетит за счет большого количества клетчатки и пищевых волокон. Но надо действительно с осторожностью худеть с помощью тыквы. Существуют тыквенные диеты, но это надо делать всегда под наблюдением врача. Ну вот я справилась с тем, чтобы порезать тыкву, почистить ее, очистить от кожуры и порезать на кусочки. А сейчас я беру казанок, у меня этому казанку уже лет, наверное, 20. Закидываю туда тыкву и добавляю 1 чайную ложку, неполную, соли и 1 чайную ложку сахара. Заливаю водой до уровня тыквы, но не более. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Довожу до кипения и затем добавляю рис вместе со сливками. Когда сливки прогреются, кладу небольшой кусочек масла, примерно 40 грамм. Довожу всю массу до кипения и отправляю в духовку на 40-50 минут при температуре 190-195 градусов. И это такая вкуснятина сейчас будет. Я уже ее приготовила. Давайте попробуем.
Какая же это все-таки прелесть. Вы обязательно попробуйте приготовить по моему рецепту, и вы тоже влюбитесь в эту кашу. А верхняя корочка – это самый класс. Это немножко получается запеченный рис. Верхняя корочка очень вкусная. Чудесно. Просто чудесно. Готовьте, не бойтесь, экспериментируйте на кухне. У вас все обязательно получится.